Дорогие коллеги, рад вас приветствовать в нашем пресс-центре. Тема сегодняшней пресс-конференции звучит следующим образом. Лучшие университеты США предоставят талантливым одесситам стипендии и возможности для дальнейшего трудоустройства. Спикеры нашей пресс-конференции: Майкл Волсон, региональный директор Shorelight Education, и Мила Листопад, заместитель регионального менеджера Shorelight Education. Майкл, расскажите, пожалуйста, о том, какие преимущества при поступлении в университеты США и о том, как эта процедура вся происходит. So the organization I represent is called Shorelight Education, and we're a consortium of 8 top 200 universities in America who effectively have pooled their resources and knowledge to actively recruit international students from all over the world. Организация Shorelight, которую мы представляем, в первую очередь нацелена на то, чтобы свои знания, умения, и силы нацелены на то, чтобы рекрутировать студентов во всем мире в лучшие американские университеты. Now, there's a kind of misconception that applying to study in America is a really hard and long and drawn-out process. Существует мнение, такое недопонимание, что поступление в американский университет на самом деле очень сложный и трудоемкий такой процесс. And what we've done is we've created a process that is much more easy and effective to apply. In fact, it's never been more straightforward to get into a top US university. Мы сделали процесс поступления в топовые американские университеты как можно проще, и сейчас попасть в топовые, еще раз повторюсь, университеты проще, чем когда это либо было. We've created a set entry criteria that students can apply through, and they apply through our office here in Odessa. We're in partnership with an organization called Downstream Education, and they're based here in Odessa. Their new office is opening after the May holidays. Также у нас есть партнеры, наше представительство в Одессе, которое будет открываться после майских праздников. Это наши хорошие проверенные партнеры Downstream. Now, after students finish their high school or their undergraduate degree, all they have to do is bring copies of their transcripts along with a copy of their passport and some kind of proof of English language. And that's it. That's all you require to apply to a top 200 university in America. Как Майкл уже сказал, что поступить в американский университет очень просто. Вот только ученик заканчивает 11 класс, нужно единственное, что его оценки, выписку их оценок со школы или аттестат, если уже у студента, у ученика он есть, далее копия его паспорта и сертификат английского языка и заполненная аппликационная форма. И все, что требуется. Now, students will finish their grade 11 here in Ukraine and go directly to the first year of a 4-year degree program. Ученик, только заканчивает 11 класс средней школы украинской, может сразу поступить на первый курс 4-годичной бакалаврской программы в американском университете. Now, it's not always about studying. A big part of this is about getting some hands-on work experience. So, for example, during your studies, you're allowed to work in America for up to 12 months. After your studies, you get a work permit for up to 3 years, depending on what you've studied, to stay and live and work in America. So it's a wonderful opportunity for you. Это речь не только идет о обучении, что вот 4 года проучились, также речь идет о том, что у студентов есть возможность получить практические навыки, связанные с работой. То есть, закончив 4 года, вам не скажут, до свидания, возвращайтесь в Украину. Нет, у вас будет возможность поработать 12 месяцев или 3 года на территории официально с разрешением на территории Соединенных Штатов Америки. Now, these programs are called optional practical training, where after you graduate, you get a work visa to study in America for up to 3 years. Эта программа называется, как я сказала, Optional Practical Training, или сокращенно вы можете встретить OPT. Эта программа специально разработана для международных студентов, чтобы они имели возможность, в данном случае для украинских студентов, чтобы они имели возможность после окончания получить опыт работы на территории Соединенных Штатов Америки.
Now this is a really big initiative that's by the American government. The reason they're doing this is because they think within the next 10 years in America, there's going to be 10 million new jobs created in the STEM field, that's science, technology, engineering, and mathematics. But there's only going to be 2 million Americans graduating to fill those roles. So there's a huge skills gap in the next 10 years in America. So they're looking to recruit international students from all over the world to graduate from top US universities and go on to find a job in this field and work for 3 years before coming home here to Ukraine. Да, возвращаясь к этой программе ОПТ, это в первую очередь инициатива правительства Соединенных Штатов Америки, потому что это разработанная программа ОПТ до 3 лет то есть, еще раз повторю, что ОПТ – это разрешение на работу после окончания университета до 3 лет по специальностям STEM – это науки, технологии, инженерия и математика. Если студент заканчивает по этим специальностям, им дается разрешение на работу 3 года. После этого, то есть не то что после этого, потому что правительство Соединенных Штатов Америки пришло к выводу, что, сделав статистику, пришло к выводу, что через 10 лет будет создано 10 миллионов рабочих мест по этим специальностям. То есть количество американских студентов, прогнозируемое, да, которые будут выпускаться по этим специальностям, всего 2 миллиона. То есть существует те места рабочие, которые нужно заполнить. И, соответственно, американское правительство пришло к выводу, что нужно рекрутировать, нужно проявлять инициативу именно для интернациональных студентов, в данном случае для украинских студентов. Именно поэтому созданы такие хорошие и условия после окончания по программам STEM для международных студентов. Now I want to take some time to talk about our different partner universities. There's 8 members in the consortium. They're located all over America. Some in New York and Washington and Florida, we've got from the south in Alabama and Louisiana. We've even got a university right in the heart of America and the state of Kansas. Также я хотела бы уделить немножко внимания, сделать такой быстрый обзор наших всех университетов-партнеров, то есть нашего консорциума. На данный момент их 8, они расположены во многих штатах Америки, то есть в Нью-Йорке, есть во Флориде. Также у нас есть университет Канзаса, который расположен прямо в сердце Америки, это, соответственно, университет Канзаса. So I'll talk initially about Auburn University. Now, Auburn University is a very famous US university. There's about 30,000 students located in Alabama. Now, it's very famous because Tim Cook, the CEO of Apple Computers, graduated from this university, as did the founder of Wikipedia, along with Oscar-winning actresses and NASA astronauts. В первую очередь хотела бы обратить ваше внимание на университет Оберна, который расположен в штате Алабама, в городе Оберн. Это известный топовый американский университет, который также известен своими научными программами, но и известными выпускниками. В первую очередь мы обращаем свое внимание на то, что этот университет с этого университета выпустился Тим Кук, который на данный момент является генеральным директором компании Apple. Также выпускниками этого университета являются основатель Википедии, которую все мы знаем, иногда пользуемся, и оскароносные актрисы. Next up, Sorry for interrupting. Также у вас есть на ваших местах именно таблица почти всех наших партнеров с их рейтингами. Так вам будет проще ориентироваться, о каком университете идет речь, о каком университете говорит сейчас Майкл, чтобы вы себе тоже могли на это обратить внимание. Next up, we've got Louisiana State University. Now, again, this is a huge university with 30,000 students located in the southern half of America. Louisiana State University is famous for a few reasons, but mainly its programs in oil and gas engineering. Okay, so if you want to do oil and gas engineering, this is one of the best universities in the world. It's the only university in the world to have an oil and gas platform located on campus. So when students turn up to study, not only do they have to buy books and pens and pencils, they have to buy helmets and overalls, because they'll actually have to go out and work a few days a week on the oil platform. The great thing is, when they graduate, not only do they have a good degree from a top US university, but they have 4 years work experience. Last year, students graduating from this university
every single student on the oil and gas program had at least 2 job offers. The average salary was $72,000 a year, because these students have such strong work experience and such a great degree. Следующий университет, на который хотели бы обратить ваше внимание, это Государственный университет Луизианы, который расположен в городе Батон-Руж в штате Луизиана. Да, это на юге Америки, если вы обратите внимание на карту. В этом университете учатся 30 тысяч студентов, но в первую очередь он известен по всему миру и в Соединенных Штатах Америки по своей программе Petroleum Engineering. Эта программа единственный университет, на базе которого в центре кампуса расположена нефтяная вышка. И студенты, которые поступают на эту специальность, да, если, как правило, покупают там книжки, ручки, то в этом университете студенты покупают каски, покупают специальную одежду, потому что у них непосредственно идет опыт работы на этой нефтяной вышке. Кроме этого, студенты, которые в прошлом году, я привела статистику, что студенты, которые заканчивали этот университет, еще будучи студентами, да, 4-го курса, они получали минимум по 2 предложения от работодателей. То есть это говорит о том, что студенты этого университета очень востребованы, и они не останутся без работы. И средняя зарплата, с которой начинается трудовой путь студентов, это 72 тысячи американских долларов в год, потому что в Америке годовые зарплаты считают. Next up, we've got University of Central Florida. This is the second largest university in America with 60,000 students studying at it. Could you imagine how big that is? It's an absolutely huge university. To walk around the campus will take you 6 hours. To walk across the middle of campus will take you 55 minutes. It's absolutely huge. The university is very top ranked for computer game design. It's ranked number 2 in America for computer game design. It's very famous for this sphere. Now the university is located about 10 minutes drive from Disneyland, so you've got Mickey Mouse on your doorstep anytime you want to go and see him. The university is a beautiful campus. It's very modern and friendly, and it's such a warm and welcoming place for our international students. Следующий университет, на котором Майкл акцентирует свое внимание, это университет Центральной Флориды, University of Central Florida. Также у вас есть флайер этого университета со специальностями, короткой информацией и рейтингами. Майкл, это не то, что Майкл, также это всемирно известный факт, да, что университет Центральной Флориды является вторым по размерам университетом в Америке. В нем учатся около 64 тысяч студентов. То есть кампус университета громаднейший, да? Чтобы его обойти, вам это нужно будет 5-6 часов. И чтобы так, это вдоль обойти, чтобы так просто добраться до какой-то точки, примерно 55 минут. То есть кампус, как вы понимаете, очень большой. Кроме этого, этот университет известен, да, в Америке и занимает 2-е место в рейтинге по программе игрового дизайна, да, дизайна компьютерных игр. Он номер 2. Next up, we've got the University of South Carolina. Now this university is in the wonderful capital of Columbia, which is the capital of the state of South Carolina. It's an old university, over 200 years old. It's really beautiful, and it's very famous for its business school. The rating of the business school for international business is number 1 in America. It's the best international business program in America. Harvard is number 2. So this is really top business school. It's been number 1 for 17 years in a row. Okay, so it's a very famous university for your business sphere. The reason it's so famous for this is part of your degree, you can spend time doing internships and study abroad programs in China, in South Africa, in the UK, in Europe. So it's a wonderful option to get a real international perspective to your degree. This is quite a popular option for Ukrainian students. Следующий университет, на котором остановился Майк, это университет Южной Каролины, который находится в городе Колумбия. И он известен тем, что его программа международного бизнеса занимает 1-е место в национальном рейтинге уже на протяжении 17 лет. То есть в чем уникальность этой программы? Почему эта программа так востребована и занимает такие высокие рейтинги? Потому что студенты, которые поступают на эту программу, действительно получают опыт международного бизнеса. Они проходят стажировки в разных уголках планеты. Да? У них может быть стажировка в Китае, в Южной Африке, в Великобритании, в Европе. И таким образом, собирая опыт разных стран, они действительно
специалистами в международном бизнесе. И поэтому программа университета Южной Каролины занимает такие высокие рейтинги уже, то есть не один год, что она случайно, да, так получилось, что стала первой, нет, 17 лет подряд. И, да, такой известный университет, как Гарвард, который в принципе у всех на слуху, он в рейтинге второй после университета Южной Каролины по программе International Business. Next up, we've got Florida International University. It's located in the state of Florida, and it's located in the city of Miami. It's a beautiful university with 55,000 students located on 2 different campuses. The university itself is very highly ranked for international law, international business. It's also rated #1 in America for students working in the hospitality industry. On campus, they have the training headquarters for Royal Caribbean Cruises and Marriott Hotels. The city of Miami is a wonderful place to study. It's such an international city with people from all over the world, including a really strong Ukrainian diaspora. That's one of the main reasons why it's such a popular place to study for Ukrainian students. Следующий университет – это Международный университет Флориды, или Florida International University, который находится в городе Майами. Да, в принципе, Майами известный город, международный курорт, вот, но да, студенты не только отдыхают, потому что учатся, потому что их основная цель – учиться. Этот университет известен своими программами по юриспруденции, по маркетингу, по международному бизнесу, занимают хорошие топовые позиции в национальном рейтинге Соединенных Штатов Америки. Кроме этого, университет известен своей программой по отельно-ресторанному бизнесу, по гостеприимству. То есть именно студенты, которые выпускаются этой программы, они всегда трудоустраиваются и работают именно по специальности. Кроме этого, Marriott and Royal Caribbean Cruises. Также на кампусах расположено представительство 2 больших сетей гостиниц, как Marriott и Royal Caribbean Cruises. То есть, соответственно, у студентов тоже непосредственно есть опыт работы в сфере гостеприимства, грубо говоря, будучи еще студентами университета. Next up, we've got Adelphi University. Now, Adelphi University is located in Long Island. It's about a 45-minute train ride from Manhattan. So you jump on the train at Times Square, and in 45 minutes, you're right at the university campus. Now, it's a small private liberal arts university with about 8,000 students. Okay? It has a real focus on business, the arts, music, theatre. It has some incredibly great joint degree programs and dual degree programs with Columbia University and New York University. So it gives you the opportunity to not only get a good degree from Adelphi University, but also get a degree at the same time from some of America's top leading universities. Следующий университет тоже хотела бы обратить ваше внимание. У вас есть вот такие флайеры. Это университет Adelphi, который находится на Лонг-Айленде. Это Нью-Йорк, недалеко от Нью-Йорка. Чтобы добраться с Таймс-сквера до кампуса университета, потому что сама станция Train Station находится прямо возле университета, буквально 2 минуты ходьбы, вас займет 45 минут. Грубо говоря, то есть с одной стороны у вас есть прекрасный, безопасный кампус, в котором учатся 8 тысяч студентов, он такой маленький камерный университет, а с другой стороны, да, у вас есть все возможности ощутить жизнь, прекрасную и бурную жизнь Нью-Йорка. Этот университет, он известен, да, и в принципе, да, дает хорошие хорошие знания по бизнесу, по театральному искусству, именно в сфере искусств. Кроме этого, на что мы тоже акцентируем внимание, что у этого университета хорошие совместные программы с известными топовыми мировыми университетами, такими как Колумбийский университет, университет Нью-Йорка. Поэтому у студентов есть возможность, да, с одной стороны, получить знания в Adelphi и потом продолжить свою учебу в таких топовых мировых университетах. And finally, we've got University of Kansas. Kansas is located right in the heart of America, okay? And it's a beautiful university located in a city called Lawrence. The university has about 29,000 students studying there. About 7,000 are international. It's quite an international university itself. It's very highly ranked. So it's ranked
top 100 for business and top 100 for engineering in America. It's a very well-known university. This year, the university's basketball team won the World University Basketball Championships. They're also the best basketball team in the USA right now. The university itself is very famous, very well-known. They're part of the prestigious Association of American Universities, which includes the likes of Harvard, Princeton, Yale, and all these big Ivy League brand universities that we know so well. И в конце концов мы хотим обратить ваше внимание на университет Канзаса, который находится в городе Лоуренс, в штате Канзас. В университете учатся 27,000 students, 27 тысяч студентов, и 7 тысяч международных студентов. Университет топовый, занимает не лидирующий, в топ-100 лучших программ по инженерии и по бизнесу. Кроме этого, университет сильный по спорту. Да, команда баскетбола заняла первое место в мире, да, по студенческой лиге в этом году. Плюс университет Канзаса входит в ассоциацию лучших университетов Америки, среди которых все известные университеты Лиги Плюща. Среди них в этой ассоциации лучших американских университетов состоит университет Канзаса. And finally, we have one more university I have the brochure here for, and it's called American University. Now, American University is one of those very famous top universities in the USA. The university itself is located in Washington, D.C. It's right on Embassy Row. So the street in America, right in the middle of Washington, D.C., all of the American embassies are located. Sorry, all of the international embassies are located. And this is where this university is located. И мы хотим вам тоже рассказать о нашем университете, который называется American University, который находится, как я говорю, в колыбели американской демократии в городе Вашингтон, находится прямо на авеню всех посольств, расположены почти все посольства, Embassy Avenue, оно так и называется, все посольства стран, и это очень рейтинговый и топовый американский университет. This university is very famous because it's for its politics, international relations, foreign service, and its international law programs. Этот университет известен, в принципе, да, немножко логично, потому что это, если это Вашингтон, в колыбели американской демократии, соответственно, он известен своими программами по политическим знаниям, политологии, да, социологии, потом госслужащих готовит этот университет, также по международному праву занимает топовые, то есть, как правило, он входит в топ-10 университетов американских по вот этим специальностям. So if a student's looking for a career in politics, or perhaps working for the EU or NATO, or the UN, then this is definitely a really great starting point for them. Если студент именно хочет работать или видит свою будущую карьеру в политике или в таких международных организациях, как ООН или там, Европейский Союз, это, соответственно, это университет именно для них, потому что он готовит именно служащих и работников этой сферы. Okay. Now, let me give you an example. We have lots of visiting people giving presentations. So just this year, we've had Bill Gates, the CEO of Starbucks. We've had top politicians from all over the world. The university's hosted before. They've hosted Gorbachev. For example, they've hosted Angela Merkel. We've had visits from the Dalai Lama. 30 years ago, John F. Kennedy gave his inauguration speech at the university on becoming President of the United States of America. 4 years ago, Obama gave the same inauguration speech at American University. It very much is the heart of politics and international relations studies in America. So if that's a sphere you're interested for, this is the perfect university for you. Как пример, да, подтверждение значимости и роли, которую играет American University, да, для подготовки политических деятелей. К примеру, те люди, которые читали лекции и делали презентации в этих университетах. Например, Билл Гейтс был недавно у нас в университете, Ангела Меркель, генеральный директор компании Starbucks. Тоже такими примерами, да, что 30 лет тому назад Кеннеди давал свою инаугурационную речь именно в American University.
Барак Обама тоже свою интеграционную речь давал в American University. То есть, если студент заинтересован именно в будущем построить свою карьеру в политике, или в международных отношениях, или в международном праве, это именно тот топовый университет, в который ему следует поступать, потому что именно очень-очень близкие связи с и Белым домом, и с Конгрессом, и с посольством, которое находится совсем рядом к университету. Sure. Коллеги, у кого есть вопросы? Ну, все знают, что учиться никогда не поздно, и есть люди, которые получали образование в Украине, и можно ли с украинским образованием поехать в один из этих колледжей по вашей программе, может быть, какой-то сокращенный, чтобы там учиться и работать в будущем? И вообще, извините, котируется ли украинское образование за границей? Это тоже интересный вопрос. Okay. The question was, this level 2 days for studying, and if it is possible, if the student got the higher education here in Ukraine, is it possible to continue education in one of our university partners? The first question will be some short program or just full-time program, if they have the opportunity. И вторая часть вопроса по поводу... Котируется ли украинское образование? And if the universities just respect and take into the consideration the Ukrainian education and all. Ukrainian degrees. Okay. Yeah, absolutely. So the students got a bachelor's degree here in Ukraine, and then they would come to America and quite easily apply for a master's degree in America. It's very common to find students who want to, continue their studies in America, take them to that next level, whether that be a master's or PhD level. Okay, so it's very, very common. A Ukrainian degree, most American universities will look at it very similarly to how they look at an American degree. It's the same level, the same quality, and they will respect that. У меня есть шанс. Да, и, как говорится, не все потеряно. На самом деле, да, после окончания бакалавра можно поступить на мастерскую степень, на степень магистра в Соединенных Штатах Америки, точно так же, как на PhD, плюс по поводу, котируются или нет наши дипломы, как сказал Майк, что одинаково, да, берут во внимание, как американский диплом, студент, который закончил американский университет, так, если у нас диплом бакалавра у украинского университета. Разрешите вопрос, да? Да, пожалуйста. Я профессиональный адвокат, очень юрист профессиональный. Многие, допустим, мои коллеги, они бы хотели учиться в магистратуре. Их очень смущает то обстоятельство, что преподавание на английском языке, они не в должной мере владеют и не усваивают материал. Понимаете? Спрашивают они следующим образом, что они в состоянии оплатить необходимые расходы по, в общем-то, обучению и проживанию, однако существует ли так называемый смешанный курс обучения, где часть предмета материала дается на русском, а если такие университеты существуют, то это было бы очень удобно, потому что в таком случае была бы, в общем-то, встречная программа, понимаете? То есть люди, которые хотят обучаться американскому праву, но с тем не условием, а с теми возможностями, что они, к сожалению, это уже профессиональные юристы, профессионалы своего дела, и они бы хотели знать, в общем-то, знание предмета для того, чтобы применять сразу профессиональные навыки, и они не просто едут туда для того, чтобы, знаете, как студенты стоят перед определенным выбором. Вот это вот я хотел бы знать вопрос. Существует ли такой хоть один университет? Да, еще перед, как я переведу вопрос, на самом деле, допустим, такого смешанного типа, как половина... Или просто на русском языке я имею в виду? Нет. На русском или на английском, его такого нет. Допустим, есть больше программы, когда вам дается больше английского, чтобы вы непосредственно учили английский, подтягивали свой... Вы меня не поняли. Это магистратура. Да. То есть они именно наоборот. То есть они хотят выслушать курс на русском, а английский они будут учить параллельно, понимаете? Давайте я переведу. Попробуйте, если это возможно, тогда Сейчас лучше с вами ответ. Okay, the question. This is a professional lawyer, and a lot of people who are working in this sphere, they're professional lawyers already, and they're thinking about getting master's degree, but they are asking if there are any opportunities to get like a mixture, half subjects in English, half subjects in Russian, because a lot of them don't have enough English level enough for our that is required for our programs. Is it possible to find some sort of programs like that? So basically, the law taught in USA, but
То есть именно американское законодательство, в части изучения американского законодательства. Правоприменительного американского законодательства. No. Ну, вот это опция, да, то, что я вам говорила. Потому что, в принципе, да, Америка, обучение ведется суто на английском языке. То есть одним из критериев поступления является английский язык. Если же вам не хватает уровня, да, то есть... Но они не успевают, вы понимаете, к сожалению. Я поэтому пришел спросить. Вот есть такие опции, что вот вы еще сначала вместе с предметами у вас идет еще параллельно английский язык. И при этом вы подтягиваете во время обучения, одновременно и учите предметы, и подтягиваете... Очень краткосрочно, 1 год всего, не успевают. Ну, вот какие опции есть, какие мы вам озвучим на данный момент. Подскажите, аппликационная форма находится на сайте, ну, озвучьте его адрес, и по поводу оплаты, то есть участие в программе платное, бесплатное, и также обучение, есть возможность там стипендию получить и бесплатно обучаться, или там хотя бы половину оплаты вносить? Okay, the question is, where students can find the application form? If it is based on web page, and just please name the web page. And the second question is possible. What are the conditions? It is the students should pay for the programs. If there are any opportunities for scholarships, Sure. and just please. Sure. So applying couldn't be easier, really straightforward. Now we have an office here in Odessa and it's opening up after the May holidays. So once you've enjoyed your holidays, you can come in and visit us. The organisation is called Dawnstream. So you can just search that into your search engine and you'll find our new office here with our new staff here in Odessa. They do all of the application and admissions process for you. They'll take the time to look at all the universities and choose which one's the right for you as an individual. В первую очередь, да, что у нас открывается здесь офис в Одессе, нашими проверенными партнерами и нашим представительством в Украине Dawnstream. Вот, именно они смогут помочь не просто заполнить аппликационную форму, а подобрать правильную опцию для вас, какой университет будет лучше, какая программа сильнее, и отвечает всем вашим требованиям. Поэтому, соответственно, заполнить все документы, перевести, то есть оформить их нужным образом. And applying couldn't be easier. It's really straightforward. You just literally give us copies of your application form, copy of your passport, some kind of proof of English language, so IELTS, TOEFL, or whatever, or an internal test of English you can take, and you submit these documents to us. And then within 24 hours, we give you an offer letter for the university of your choice. Итак, пакет документов, который нам нужен для зачисления, он очень такой небольшой, буквально нужно несколько документов. Первое – это заполненная аппликационная форма. Второе – копия вашего паспорта, потому что нам нужно знать, как правильно, да, потому что это могут быть в разных переводах разные вариации. Вот, как правильно, да, ваши данные, плюс подтверждение знания английского языка. И копия ваших транскриптов, аттестата или диплом бакалавра, он должен быть не просто копия, но и переведена и нотариально заверенная копия, что копия соответствует действительности. И через 24 часа, то есть аппликационный процесс и ожидание результата, поступили ли вы или нет, и займет у вас много времени, это всего 24 часа, и мы даем ответ, да, то есть мы двигаемся дальше в аппликационном процессе, или нет, то есть извините, да, то есть тут два варианта возможны. Или, допустим, мы даем вам время пересдать свой английский тест, если в нем причина. То есть мы всегда очень flexible в этом плане, очень гибкие. По поводу оплаты. И about the payment, how much? Sure. So the programs really range. There's a huge range. Anything from $35,000 all the way up to $70,000 per year. Да, стоимость программ отличается, да, она может быть от $35 тысяч до 70 или 75 тысяч долларов. Но здесь тоже стоит сказать, что это не просто стоимость обучения, да, что вот сюда включено обучение, питание, проживание и медицинская страховка, то есть комплекс. И плюс, да, иногда студенты спрашивают, нужна ли страховка обязательно? Да, страховка обязательна, потому что вы находитесь на территории Соединенных Штатов Америки, и где медицина очень дорогая. И если вдруг студентам что-то случится, мы должны быть уверены, то есть родители должны быть уверены, партнеры наши должны быть уверены, и мы должны быть уверены, что со студентом будет все хорошо. Поэтому мы предлагаем такую комплексную цену, которая покрывает все.
And asking about the scholarships. Yeah, and so we have various scholarships available at different universities. So the range in that varies. We have anything from 20% all the way up to 50% available. So let me give you an example. At University of South Carolina, which is #1 for international business, they have a 20% scholarship available. Okay. University of Louisiana State University and University of Kansas, they have 30% scholarships available. And the big one we have, the big scholarship this year for Ukraine, is this university here at Delphi University, just outside New York. They have a 53% scholarship available. The good thing is, it's not just for 1 year, it's for all 4 years. Now the reason they have all of these scholarships is because on campus, we have a real demand for international students. So we're actively looking to have students from all over the world come and join our programs. And we understand that certain countries need a little bit of extra help and support to allow them to achieve their dream of studying in America. Итак, по поводу стипендий. У нас, например, в университете Южной Каролины у нас доступно 20% стипендий. В университете Луизианы, который #1 по международному бизнесу, еще раз напомним, да, в университете Луизианы и Канзаса стипендии по 30%. И сейчас вот именно университет Delphi, который находится в Нью-Йорке, потому что здесь действительно университет хочет больше получить международных, интернациональных студентов. Он предлагает 50-53% даже, я бы сказала, но даже не на первый год обучения, но на все 4. И поэтому, то есть, я сейчас прошу Майк, потому что процент это хорошо, но на самом деле хочется знать, сколько это будет, ну, какие суммы, какие это суммы. Майк, may I ask you also just to say, if you give it like, in percent, it's good, but just it will be interesting what is the sum of So to give you an idea, for a Delphi University, over 4 years, that scholarship works out at $80,000 for 4 years. So it's a huge sum of money, and a lot of money you're saving. 53% of your tuition fees you're saving. It's a huge sum of money. Также вот в университете от Delphi вот эти вот 53% это $80 тысяч, да, которые распределяются на 4 года обучения. May I ask you about Kansas and Louisiana approximately? So Louisiana and Kansas, that work out around about $5,000 and $8,000 respectively. So it's quite a lot of money you're actually saving every single year. То есть, как вы видите, это в университете Канзаса это будет $8 тысяч, в Луизиане это будет примерно $5-6 тысяч. То есть суммы, которые предлагаются студентам, достаточно большие. Мне кажется, что нужно еще, наверное, обратить внимание на то, что на второй курс студенты, как только они поучатся первый год в университете в Америке и зарекомендуют себя и получат уже американские оценки, которым больше будут верить университеты, они могут податься на внутренние стипендии от университета, которые могут быть гораздо больше, и, в общем-то, все в руках студентов. Also, good to speak about just the opportunities after on the second year. The student can apply for more scholarships, so they can just recommend good students in the U.S. university and they get U.S. marks. Sure. So once you've studied in America, and once you have your studies into a U.S. GPA, a grade point average, and we move into second, third, and fourth year, there's lots more scholarships available to you. That can be go onto any one of our university websites, into the funding pages. There'll be a list of over 3,000 to 5,000 different scholarships you can apply for. And it's a matter of going through and reading those scholarships and finding which ones apply to you. I'll tell you a story. We had a girl from Ukraine last year, from Kharkiv. She studied at the University of Central Florida, this university. She applied for 43 different scholarships. She received 5 of them. She managed to pay 70% of her tuition fees this way. So she saved herself $20,000. Возвращаясь к вопросу стипендий, что после второго курса возможностей, да, после первого курса возможностей стипендий, количество стипендий еще увеличится, когда вы получили уже американские оценки, GPA, да, средний американский балл, вот после первого курса, у вас есть возможность подавать на
как он говорит, 4-5 тысяч разных scholarships на каждый университет имеет свой специальный сайт scholarships. И вы можете подавать, нет лимита подачи, то сколько студент хочет, столько он подает на самом деле. И Майкл сказал историю о студентке с Украины, которая приехала к нам с Харькова, университет Центральной Флориды. В прошлом году, закончив первый курс, она подалась на 47 стипендий, с которых она получила 5 стипендий, и таким образом перекрыла, получила стипендии, перекрыла 70% стоимости обучения. То есть, если студент себя рекомендует, это такое небольшое обобщение, если студент себя зарекомендует в Америке как талантливый студент, как способный студент, и не будет бояться, потому что очень многие студенты боятся подаваться на scholarship, и если они будут бояться подаваться, то есть все получится, нет ничего на самом деле невозможно. И каждый университет способствует этому, то есть информация о стипендиях, она не закрыта, и не говорится там кому-то по секрету, она для всех открыта, и видите, есть успешные истории, где студенты получают и не одну, а несколько стипендий. В качестве завершения нашей конференции что-то еще немножко хочет добавить. Марина, would you like something to add, some maybe interesting stories, some point out some. I would like to I think it needs to be a slight clarification that if you apply directly to the university, so the process and the procedure is pretty long. But here as a company, like Shorelight, this is streamlined process. So because it was not clear, so basically I think it has to be explained that the role is here, so like to consolidate, etc. Because otherwise, like they will go directly, so and then it will be waste of time. If you go straight to one of our university's websites and you apply online like any other student, they'll just consider you like any other American student. The process won't take 24 hours, the process will take 3 months. The scholarships that are really available to you as a Ukrainian student won't be offered to you. Итак, если вы просто зайдете на сайт одного из наших университетов и попробуете подать документы, как просто онлайн, как это делают американские студенты, университет вас и воспримет как одного из американских аппликантов. И этот процесс, который мы говорим, что за 24 часа вы получаете свое зачисление, он не сработает. И те стипендии, о которых мы говорим на данный момент, они тоже будут недоступны для вас. Поэтому Марк сейчас даже продолжит, то есть как можно это все получить. В принципе, что самое важное, что цена, если вы пойдете на сайт университета самого и подадите аппликацию, или вы будете через Shorelight, идентично. Студент ничего не платит более стоимости. Стоимость является фиксированной, но здесь предлагается упрощенный подача документов с одной стороны, плюс быстрое решение и плюс возможности стипендий для украинских студентов. Что можно все это, грубо говоря, потерять и не получить, просто выдая аппликацию через common application, это называется. So basically the message should be that you're not the middleman, but you are like marketing department for universities, logistics, So we are the market department university, but what we do is for international students, we actually streamline the application process. And you come directly through us, and it makes it much more quick and efficient for you. It means we can offer you the scholarships you deserve. We treat international students especially. They're treated differently than your regular American students. And the way you do that is directly through our downstream office here in Odessa. Okay? То есть мы не являемся посредниками между университетом и студентом. Мы являемся как маркетинговым департаментом, маркетинговым отделом, который несет информацию в массы, в первую очередь ознакомливает потенциальных студентов с информацией. Плюс мы, потому что мы заинтересованы, университеты заинтересованы в интернациональных студентах, поэтому сделали аппликационный процесс, о котором мы в принципе говорили, намного проще и возможности для стипендий тоже предоставили. И еще раз, плюс, чтобы упростить саму процедуру аппликационного процесса, мы сейчас в партнерстве с Downstream открываем офис в Одессе, чтобы студенты знали, куда прийти, грубо говоря, заполнить аппликационную форму
и они знали, что у них все будет хорошо, чтобы это где-то не потерялось там в интернете, потому что бывает на самом деле всякое, да, когда ты приходишь, заполняешь аппликационную форму, ты видишь человека, и ты знаешь, как дальше действовать. I just wanted to finish by saying that studying, your education is one of the most important things that you'll ever do in your life. You know, it's one of the things that you get to really choose for yourself individually. I think that it's a huge investment by any family, and you need to know that you're getting the best value for that money spent. Coming to study in America opens up a whole world of opportunities for you. The American government have made it very clear by giving a 3-year post-study work visa that they're welcoming you to the country. They don't only want you to come there and get a great education, but they want you to have a great experience, get a great job when you finish. I think this is the real message from today's seminar. And I think that's something that I would like you all to take away with you and tell your readers about, tell your listeners about. And that's really what we really want to promote to you more than anything. The Ukrainians are welcome. В первую очередь, чтобы завершить, подытожить все вышесказанное, что высшее образование, выбор высшего образования, само высшее образование – это большой шаг. Да? И если мы говорим о Америке, это, соответственно, и требует больших фондаций. Но одновременно тот месседж, который мы хотели вам донести, что в первую очередь и американское правительство, оно заинтересовано в иностранных студентах, в нашем случае это украинских студентов. И при этом делать все возможное, чтобы студенты получили опыт работы на территории Америки, вот как Майк говорил, 3 года. Это во-первых. Во-вторых, украинские студенты могут, во-первых, получить хорошее образование, получить хорошую работу и, в принципе, двигаться дальше. И чтобы тоже тот месседж, который мы хотели донести, что мы делаем все возможное, чтобы студенты на кампусах, которых мы рады, украинские студенты, которым мы рады на самом деле, и хотим их видеть у нас на кампусах, и чтобы когда вы писали свои статьи, или будете там радиослушатели, или телезрители, чтобы вы донесли тот месседж, что нет ничего невозможного, студенты могут получить, то есть двери Америки, двери наших университетов открыты для украинских студентов. И аппликационный процесс достаточно простой, и мы будем рады видеть студентов украинских у нас на кампусах. Спасибо за участие. Коллеги, если есть какой-то вопрос, вы можете подойти в индивидуальном порядке и задать. Открываем.